Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович. Я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами тема прогноз уже на сентябрь 2025 года для овнов, для восходящих овнов в первую очередь. И обратите внимание, что я пересчитала и на каждом превью к видео, на каждой картинке я написала даты, в которой у нас Солнце было в Овне по ведической астрологии. Поэтому, если вы не знаете точное время своего рождения, вы можете смотреть для Солнца в Овне, то есть для тех дат, которые под этим видео. Если вы точное время своего рождения не знаете, Солнце в Овне у вас, но у вас может быть еще и Луна в Овне, если вы определите, то и для знака зодиака Луны вы тоже можете смотреть. Ссылку на видеоинструкцию о том, как построить свой гороскоп в ведическом стиле и как узнать свой восходящий знак, я вам сейчас прикреплю в правом верхнем углу. Ссылка на эту инструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И еще у меня к вам одна огромнейшая просто просьба. Я вас очень попрошу, не выключайте, если вдруг вам это видео сейчас не нужно смотреть, но не выключайте его на 20, на 2-3 секунде, хотя бы немножко промотайте. Также я вас очень попрошу, дело в том, что за 2,5 года я, наверное, с такой ведение Ютуба обращаюсь с просьбой в первый раз, но Ютуб, видимо, меня отправил куда-то в теневой бан, либо что-то происходит с самим Ютубом. Очень сильно снизилась активность на канале, очень сильно упали просмотры, и YouTube не показывает мои видео моим подписчикам, то есть не присылает уведомления. Возможно, из-за того, что мало реакций. Я вас очень попрошу поставить лайк под этим видео. Если вы оставите хоть какие-то реакции, хоть стихи мне там напишите, хоть анекдоты, хоть какие-то комментарии любые, YouTube любую вашу активность воспринимает как активность, и активность всегда лучше, чем просто молчание, потому что если вы смотрите видео и никак не реагируете, YouTube воспринимает это как неинтересный вам контент и перестает предлагать вам его еще раз. Поэтому я очень вас прошу, помогите мне выйти из этого теневого бана. Ну и теперь давайте обсуждать тенденции сентября 2025 года для овнов, для восходящих, для солнечных, для лунных. Сентябрь у нас очень насыщенный событиями важными, и сентябрь будет таким месяцем, в котором будут происходить значительные события не с точки зрения планет, а значительные события в жизни каждого человека, произойдут какие-то важные, знаковые события. То есть то, что вы запомните, или то, чего вы ждали. И это я говорю, исходя из тенденций сентября. Теперь давайте обсуждать по порядку. Первое событие, про которое я вам хочу рассказать: 30 августа у нас это событие состоится, как бы относится к августу, но по большей части все равно к сентябрю. Меркурий зайдет в ваш 5-й дом гороскопа и будет там до 15 сентября. И транзит Меркурия по 5-му дому гороскопа может поднять у вас в жизни разговоры. Если у вас, допустим, нет детей, то разговоры о детях, о деторождении. Если у вас есть дети, то вы можете много общаться с детьми в этот транзит Меркурия по 5-му дому гороскопа. Эта тема такая, знаете, изучать все, что связано с детьми, изучать все, что связано с поступлением на учебу куда-то, про какую-то учебу. Также это может быть у вас как организация каких-то мероприятий, покупка билетов, планирование каких-то мероприятий, куда вы вот хотите поехать, пойти, сходить на какой-то концерт. У кого-то из овнов, я бы сказала, что могут быть такие формальные, вступительные куда-то экзамены. Формальные, может быть, ну, может на работе какие-то тесты сдавать надо. Может быть для того, чтобы на какой-то курс поступить. Может быть еще куда-то. Есть еще указания на то, что вы можете детей водить по поликлиникам для того, чтобы собирать справки. Либо проходить какие-то обследования, связанные с желанием, например, забеременеть. Либо, может быть, если девушка беременна, то может она там будет ходить
по врачам, связанные вот эти вот обследования именно с беременностью. То есть какие-то такие истории могут быть. И еще есть тенденция на оформление документов на детей, оформление документов на учебу, оформление документов, опять же, на продукты какого-то творчества. А если вы предприниматель, то, возможно, это открытие какого-то магазина, лицензирование, сертификация. И вот все в таком духе. Ну и в целом может быть большой интерес. Вот какое-то мероприятие. Никогда не был на этом концерте, хочу сходить. Такая вот тенденция по Меркурию. Следующее событие 7 сентября состоится первое осеннее затмение, лунное затмение, которое откроет осенний коридор затмений 2025 года. И это лунное затмение у вас будет в 11 доме гороскопа, в доме наград, в доме достижений, в доме дополнительной прибыли, друзей и сообществ, в доме покровителей, в доме исполнения желаний. Я, конечно же, запишу отдельное видео про результаты лунного затмения, потому что затмение это всегда важное событие, и затмение у нас всегда активирует не только тот дом гороскопа, в котором оно состоится, но еще и те планеты, на которых происходит затмение. Поэтому я обычно подробненько объясняю, куда смотреть, на какую планету, если у вас планеты, которые задеваются затмением, и по каким планетам какие события можно ожидать. Но в целом затмение в 11 доме гороскопа это период, который может поменять вообще круг общения. Результаты затмения у нас действуют до полугода. Изменение круга общения, изменение каких-то коллективов, в которых вы состоите. Но это не рабочие коллективы, а коллективы по интересам. Например, вы ходите куда-то на занятия, такие спорт для себя, в зал какой-то ходите, либо ходите на какое-нибудь хоровое пение. Вот это вот коллективы. Также это друзья, с которыми вы время от времени встречаетесь, но это не очень близкие друзья, более такие далекие друзья, с которыми вы редко видитесь. И такие вот друзья могут у вас поменяться, может быть, новые какие-то появятся. 11-й дом – это дом наград, достижений, поэтому у кого-то может быть какая-то премия большая, либо какая-то награда, какая-то выплата. Естественно, это может быть исполнение какого-то желания по 11 дому гороскопа. И вообще затмение в 11 доме может поменять как-то ваши планы на будущее, потому что 11 дом это еще дом будущего. И в целом 11 дом у нас отвечает еще за наши достижения какие-то, поэтому может быть вы добьетесь чего-то, чего вы давно хотели в какой-то сфере, тут уже не знаю в какой сфере, но это может быть так, что вы просто наконец-то завершите что-то, наконец-то добьетесь какой-то цели. Еще, может быть, кстати, забыла сказать, что может быть подарки какие-то по затмению, какие-то значимые подарки могут быть. И помимо этого, еще может у кого-то из овнов быть покровительство других людей. Может быть, появится покровитель, то есть человек, который будет вам симпатизировать и который вам будет помогать. 13 сентября управитель всего вашего гороскопа Марс зайдет в ваш 7-й дом гороскопа и будет там до 27 октября. Интересная история у Овнов намечается на самом деле. Что здесь важно? Это управитель всего вашего гороскопа. Он показывает, куда вы направлены, куда вы, грубо говоря, свой взгляд бросаете. И 7-й дом это дом партнерства, но получается так, что вы будете направлены на то, чтобы налаживать какие-то контакты, налаживать какие-то отношения. И здесь уже речь идет про коллективы рабочие, и здесь уже речь идет про личную жизнь. Возможно, у кого-то это будет период такого активного знакомства, вот с кем-то познакомиться, на свидание походить. Тут есть еще другие тенденции, про которые я вам расскажу. Но я бы сказала так, что вы будете очень навязчивы, вы будете очень настойчивы, вы будете добиваться от кого-то чего-то, вот вытрясать душу, грубо говоря. Я бы сказала даже, что может быть такое, вот несколько вариантов, которые мне видятся, что кто-то из овнов может пытаться добиться от, вот если вы в отношениях, давно в отношениях, но не зарегистрированы эти отношения, пытаться добиться: давай поженимся, давай уже поженимся, давай уже наконец-то зарегистрируем, либо дай мне ответ, да, нет. А второй момент, что вы можете просить, например, у кого-то из коллег по работе, чтобы они поспособствовали вашему какому-то
какому-то продвижению в работе. То есть пытаться чужими руками жар загребать, грубо говоря, коллег, каких-то партнеров по бизнесу, пытаться вот через других людей решить свои вопросы. То есть вы будете очень настойчивы, но имейте в виду, что вы можете быть резки, раздражительны по отношению к другим людям, можете причинять им невольно как-то страдания своим поведением, потому что у вас будет такой напор в отношении других людей. Что еще интересно, в отношениях в целом может обсуждаться тема недвижимости совместной, допустим, купить вместе квартиру, построить квартиру, либо вместе съехаться, вы можете это обсуждать. И я бы сказала, такая тема может решаться и в рабочем коллективе с точки зрения, допустим, офис переезжает, либо кто там возле окна сядет, битвы за кондиционеры какие-нибудь и так далее. Но также Марс в 7-м доме гороскопа может давать такой соревновательный характер отношений. То есть, например, вы поехали на какой-то турнир по бадминтону, там выступаете на этом турнире, либо вместе с партнером тоже с какой-то командой поехали, выступаете, и это такой соревновательный дух. У кого-то из овнов может быть лечение зубов, зрения, лор-органов, но здесь такие косвенные указания. И могут быть какие-то внезапные расходы, особенно связанные с налоговыми, страховками, вот по этому транзиту Марса. С 14 сентября по 9 октября Венера будет в вашем 5-м доме гороскопа. И вот Венера подтверждает вот эту тенденцию по Марсу. 5-й дом — это дом влюбленности, дом романтики, еще дом детей, дом продуктов, обучения. Но Венера делает, помимо всего прочего, такую комбинацию формирует на влюбленность. Вот и Марс в 7-м доме, и Венера в 5-м доме. Если вы не в отношениях, то у вас наверняка будет в этот период какая-то искра. Вы прям очень сильно, скорее всего, влюбитесь и будете вот этого человека преследовать. Так вот, скажи, я тебе нравлюсь или не нравлюсь, что ты обо мне думаешь, может быть, там гадать на картах на этого человека, пытаться выяснить что-то про этого человека, то есть какая-то будет направленность вот такая. Вот Венера создает комбинацию на влюбленность. Но помимо этого, Венера в 5-м доме — это еще и период творчества, период залипания в сериалах, период, когда вы чаще будете ходить, допустим, в кино, на выставки, на какие-то развлекательные мероприятия, фестивали и так далее. И еще есть тенденция на то, что вы будете вкладывать деньги в детей, в творчество, то есть покупать, может быть, что-то детям, какие-то подарки, и, может быть, еще даже покупать какое-то обучение. 15 сентября Меркурий зайдет в ваш 6-й дом гороскопа. Видите, как у нас каждый день 13, 14, 15, все по порядочку тут переходят, будут переходить. Меркурий будет в вашем 6-м доме гороскопа до 3 октября. Что у нас Меркурий интересного делает? Меркурий создает комбинацию на спорт. Видите, у вас тут тоже опять повторная комбинация на спортивные какие-то мероприятия, на то, чтобы пойти, допустим, учиться на вождение, либо пойти учиться на какие-то курсы, ну, допустим, аналитика, медицинское дело, сестринское дело какое-то, то есть пойти получить какую-то корочку, профессиональную переподготовку. Это у вас есть такая тенденция, овны, в сентябре. Также по Меркурию это выяснять всякую информацию, читать про лекарства, может быть, искать какую-то поликлинику, какую-то больницу, про спортивные учреждения, то есть, может быть, там спортзал искать, может быть, искать, где ипотеку взять. Но также Меркурий в 6-м доме гороскопа может давать поиск работы овнам и анализ каких-то ошибок в работе. Такое тоже может быть. Могут быть, кстати, какие-то ошибки в документах, которые нужно будет исправлять вам тоже по этому транзиту Меркурия по 6-му дому гороскопа. 16 сентября в компанию к Меркурию в ваш 6-й дом гороскопа перейдет Солнце и будет там до 17 октября. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с работой, с кредитами, со спортом, с судами, с лечением. Если, допустим, у вас было такое, что вы себя не очень хорошо чувствуете, не могли понять почему, то Солнце проясняет такие вопросы. Также транзит Солнца по 6-му дому гороскопа дает период, когда вы можете всем помогать. Это такой сервисный очень транзит, сервисный транзит служения, когда маме помоги, папе помоги, тете помоги, сестре помоги, брату помоги. Ну и вы довольны тем, что вам
как бы так, ну, внимание, то есть вас просят, вас приглашают, и вы будете довольны этим, вы будете, может быть, сами кому-то предлагать помощь, видите, что кому-то надо, и сами будете предлагать помощь. Также транзит Солнца по шестому дому гороскопа — это период, когда может быть вопросы по здоровью питомцев, поэтому будьте внимательны к здоровью питомцев, и может быть тоже Солнце тоже может давать такое поиск работы. Ну и Солнце тоже второй раз указывает на то, что могут быть какие-то экзамены у вас, экзамены и по вопросам детей или учебы в поликлинике ходить. Но это не только поликлиники, это, конечно, могут быть там и школа милиции или что-нибудь такое. Но, в общем и целом, по таким инстанциям можете тоже походить. И последнее событие — это второе затмение. 21 сентября у нас будет солнечное затмение. И затмение это будет интересным, потому что оно будет в шестом доме гороскопа по факту. Но Раху и Кету у нас во Льве и в Водолее, то есть в вашем пятом доме гороскопа. И я думаю, что может быть результат по двум домам гороскопа, по пятому и по шестому. Основной — это шестой дом гороскопа, который обещает, затмение в шестом доме гороскопа обещает перемены в работе, обещает, ну, это может быть и смена работы у Овнов. Также затмение в шестом доме гороскопа может давать начало спорта, либо смену какого-то направления в спорте. Опять же, ипотека, лечение какое-то, у кого-то судебные процессы, разбирательство, то есть избавиться, например, от долгов, разобраться с недоброжелателями, такие вот истории. Еще что очень важно, что затмение в шестом доме гороскопа может кардинально менять режим вашей жизни. То есть, допустим, вы выходите на другой график работы, либо у вас, в принципе, в жизни меняются какие-то обстоятельства, и вы начинаете жить по другому графику. Затмение в шестом доме гороскопа может давать избавление от каких-то вредных привычек. Это хорошо заниматься тем, чтобы бросить пить, бросить курить, бросить еще там что-то вот в таком духе. Ну и по пятому дому гороскопа это темы зачатия, деторождения, поступления. Эти темы тоже могут быть у вас активны. Но, как обычно, я про солнечное затмение тоже запишу отдельное видео, поэтому пока ориентируемся так. А если у вас есть дополнительные вопросы, затмение всегда это важная точка. У нас еще будет отдельное видео, где посмотрим детальнее, в каких градусах, по каким планетам может быть давать результат и так далее. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на сентябрь 2025 года. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.